Сегодня на распаковке у нас несладкая альтернатива сладким протеиновым коктейлям от компании Herbalife Nutrition. Это еще одна альтернатива. Это крем-суп с грибным вкусом. Сегодня мы распакуем, приготовим, посмотрим, что у нас на этикетке, поговорим о рецептах и расскажу, как его использовал бы я и рекомендовал бы своим клиентам. Поехали! Сразу хочу обратить внимание на три значка: глютен-фри, веган и без лактозы. То есть подходит для вегетарианцев, веганов и без лактозы. В принципе, продукт гипоаллергенен и сделан, чтобы закрыть практически все категории населения, подойти всем, удовлетворить все потребности. Да, есть исключения, пищевые непереносимости, но все же это исключение. Итак, здесь я хочу зачитать. Очень важно. Это сбалансированная еда с высоким содержанием белка, которой можно заменить полноценный прием пищи, при этом обеспечив организм набором питательных веществ в составе высококачественный белок, пищевые волокна, комплекс из 25 важнейших витаминов и минералов и всего 95 килокалорий в порции на воде. Продукция разработана в собственном научном центре Herbalife и выпускается на производстве по международным стандартам качества GMP. Рецептура сформирована без компонентов молока, в том числе без лактозы. Не содержит глютена, подходит для веганов. Собственные научные центры, собственные лаборатории, собственное производство, собственное сырье. Вот это как раз таки отличает компанию Herbalife Nutrition от всех остальных других брендов. Качество продукции. Конечно, компания заботится о том, чтобы продукт дошел в том виде, в котором она его нам отпустила. Наша задача проверить визуально, что банка оригинальная, QR-код сверху и снизу не стирается, не смывается, ни каким-то образом поврежден. Когда мы убираем крышку, мы видим мембрану. Она должна плотно прилегать, никаких отслоившихся элементов не должно быть. Если вдруг что-то не совпадает из этого, вы должны взять и вернуть этот продукт обратно в компанию. Если вы его взяли у своего консультанта, принесите ему его обратно, и он вам выдаст другой продукт. Также перед этим проверив, все ли соответствует нормам. Итак, сейчас мы будем вскрывать, будем готовить и поговорим о применении. Но для этого нам понадобятся реквизиты. Для того, чтобы приготовить этот продукт, его нужно смешать с водой, либо в шейкере, либо в блендере. Мы пойдем другим путем, мы пойдем более сложным путем. Мы будем просто его размешивать в стакане, посмотрим, как он хорошо размешается. Я вот это дело вот таким образом вскрою. Конечно, перед тем, как мы будем готовить, я рекомендую баночку хорошенечко встряхнуть. В принципе, когда к вам попадает коктейль, перед тем, как его вскрыть, да, можно его вот таким образом встряхнуть. Какой запах! Шикарно! Итак, что нам нужно? Нам нужно просто взять, налить воды, примерно столько же, сколько мы используем при приготовлении протеинового коктейля Формула-1 какого-то вкуса, и взять отсюда 3 мерных ложки и сюда погрузить. Я возьму стаканчик, налью не горячей, но теплой воды. Рекомендую в комнатной температуре вам, примерно вот специально сделал я, чтобы показать в количестве, вот в прозрачном стакане, примерно вот столько можно, половину стакана взять, размешать в комнатной температуре и потом добавить горячей воды. Вот так будет правильно. Точно так же можно поступить с протеиновым кофе. Берем мешалку, в данном случае у меня вилка, и мешаем. Как и с любым коктейлем, после того, как мы смешали с водой, в блендере, в шейкере, в кружке, что я не рекомендую делать в кружке, но все же
Дать постоять минут 5-10 и потом только его употреблять. Я надеюсь, все посмотрели уже видео про сбалансированный завтрак, как нужно начинать день. Обязательно посмотрите. Загляните в плейлисты, там тоже много чего интересного есть. По продуктам, вопросы-ответы, книги можно почитать, послушать точнее сказать. Прекрасно размешался, просто вилкой. Никаких комочков, ничего. Вода у меня была где-то градусов, ну где-то 50, наверное, вот так она у меня была. Можно долить горячей воды потом, и все прекрасно будет. Там уже есть какая-то зеленушка, небольшое количество. Можно дополнить. Можно использовать его на обед. Можно добавить сложных углеводов. Почему нет? Каких? Ну, уже обсудите со своим консультантом. Можно использовать, я думаю, и на завтрак. Почему нет? Это альтернатива тем людям, которые не могут сладкое пить на завтрак. Согласны же? Да? Белок есть, клетчатка есть. Ну, в принципе, все есть. Все, что заявлено, в принципе, по аналогии. Посмотрите этикетку и на протеиновый коктейль, какой вкус у вас есть дома, допустим. Сравните. Получите, ну, практически тот же результат. Далее, можно готовить, посмотрите на экране рецепты, можно сделать выпечку, постряпать оладушки, блинчики. Также можно его использовать с протеиновыми чипсами для того, чтобы и сделать его, усилить, скажем, по белку, да, по клетчатке и разнообразие. Да. Наша задача сделать каждый прием пищи в принципе уникальным. То есть, по идее, не должно быть одних и тех же приемов пищи несколько раз за день, скажем так. Исключение, конечно, составляет протеиновый коктейль, потому что это питательный продукт. Да? Здесь получаем только пользу. Если вы, допустим, будете, ну, например, допустим, будете есть суп 3 раза в день, да, один и тот же, то, ну, я имею в виду обычный какой-то там с вермишельками там, или какой-то там борщ, допустим, да. Но это не тот вариант, который нам нужен. Наша задача разнообразить, поэтому не пропускаем обед. Обед должен быть полноценная тарелка. С консультантом тоже это дело нужно решить. Какой ужин, да, может быть облегченный в виде коктейля, может быть традиционный и плюс протеиновый коктейль, а традиционное количество уменьшить. То есть смотря какая цель у вас. То есть если цель снизить вес, обязательно должно быть как минимум 2 протеиновых коктейля у вас в день. То есть 2 приема пищи мы должны заменить на питательный продукт. Сбалансированный. Еще раз в начало возвращаемся. Что это такое? Сбалансированная еда в стакане. Конечно, можно дополнить, можно сделать не 100 килокалорий, а 300, можно 400 сделать, добавив сложных углеводов. Да, мне, допустим, как мужчине на обед, ну, я думаю, обязательно нужно будет добавить, если я хочу на обед использовать, не только само составляющее это банки, а еще и углеводов добавить сюда. Плюс еще, возможно, и салат. То есть у меня будет и белок, вспоминаем правила тарелки, и клетчатка, и сложные углеводы. А как это будет выглядеть, это уже дело 10. Наша задача с вами научиться правильно готовить, понимать, зачем нам это нужно, и использовать, исходя из той цели, которая у нас есть. Все? Все элементарно. Вот он постоял уже, такой несколько подзагустел. Вы сами поняли, как это готовится быстро, да? И я нисколько не сомневаюсь, что это очень вкусно. Я даже сейчас чувствую запах, ну прям мне уже хочется. Но я чуть-чуть подожду, дойду до того результата, до той консистенции, которую мне хотелось бы. Я думаю, она действительно должна быть вот как раз-таки кремовая. Да? Как раз-таки зависит от того еще, сколько вы воды налили на эти 3 ложки. Возможно, на ваше количество воды вы вот здесь налили под краюшек. Да? Вам, возможно, 5 сюда нужно ложечек добавить, чтобы на тот же объем получилось необходимое количество заявленным продуктом, да, производителя. От количества воды сильно зависит, что мы получим. Какой-то морсик или действительно крем-суп с грибным вкусом. Понятно, да? Наша задача, чтобы консистенция была нужная. От этого и восприятие зависит наше. Некоторые люди пробовали коктейль, приготовили вот так себе в кружке дома, размешали, а он не доразмешался еще, какой-нибудь на холодной воде,
или на молоке на холодном, они попробовали его, сказали, фу, Гербалайф это плохо, это невкусно и прочие ассоциации, потому что неправильно приготовлено, ни в блендере, не понравилось человеку, тот вкус не подошел какой-то, даже от температуры воды, еще раз говорю, сильно восприятие может поменяться. От консистенции, любит ли человек густо, любит ли человек, чтобы наоборот жидко было, это тоже очень важно. Если у вас есть в окружении те люди, которые неудачно попробовали, ну, сводите их в то место, где удачно можно попробовать. Можно попробовать подключить через выпечку, например. Тоже хорошая альтернатива. Через другие продукты, через протеиновые батончики, через алоэ, витамины. Кофе, кто любит. Чипсы заходят всем, попробуйте. У меня есть обзор на канале, посмотрите, как это выглядит вообще. Прекрасная альтернатива. Поэтому используйте все продукты, просто знайте, что продукты такие есть, и можно их и нужно их использовать, точнее. Все. Давайте попробуем уже. Ну, я попробую, а вы просто со мной мысленно попробуйте. Белиссимо, да? Или как там говорится? Вкусно. Еще можно сюда добавить протеиновую смесь Формула-3. У меня вот на барной стойке есть. Сейчас вам покажу. Вот, Формула-3, белок. Это изолят растительного и животного белка. То есть это уникальный вообще продукт в принципе. Он без цвета. Я как-то делал обзор и говорил про белок. Посмотрите на канале. Ссылки все будут, о каких я говорил, вот в описании загляните. И этот продукт можно добавлять в принципе хоть куда. Он не поменяет ни вкуса. Да, консистенцию может сделать гуще, но все же хоть в кашу добавьте, хоть в суп дополнительно. Нужно понимать, вот, допустим, я ем суп какой-то жидкий, там нет белка, но белок важная часть нашего рациона. Что я могу сделать? Я могу взять и добавить в этот суп 1 ложечку белка. Все, представим, что я добавил туда мясо. Все, элементарно. Да? Не нужно варить ничего дополнительного. Я просто взял и добавил. Потому что оно у меня есть. Если у меня этого нет, конечно, ничего и не добавлю. Потом вот так размешиваем и усиливаем этот коктейль. Было 11 грамм белка, стало 16. Да? 1 ложка мерная, 5 грамм белка. В блендере я не рекомендую. Сперва попробуйте в шейкере. Потому что блендер, он, как правило, мощный. И он может сделать с пеной какой-нибудь такой, ну, сильно взобьет. То есть, что, возможно, вам и не подойдет, не понравится. Хорошо вот размешивается просто, я думаю, в шейкере тоже потрясти или в какой-то посудине потрясти. Это 5 секунд делов. Ну, и меня не напрягает, если я могу сейчас при вас размешать ложкой, то, в принципе, это легко сделать. Думаю, каждой домохозяйке, домохозяину. Все, усилили коктейль, добавили белка. Прекрасно. Рекомендую всем вот этот продукт, Формула-3, добавлять в коктейль 1-2 ложки. Вообще золотая формула. 3 ложки Формула-1 плюс 2 ложки Формула-3. На молоке 50 на 50 с водой или чисто на воде, но это уже дело вкуса. Итак, давайте подытожим. Этот продукт можно использовать на завтрак, на перекус, на обед, на ужин. В принципе, каждый прием пищи можно использовать. На ужин можно сочетать с вечерним коктейлем. Почему нет? Можно сочетать с салатом. Почему нет? Да? Можно со сложными углеводами сочетать. Гарнир. Добавили, усилили. Прекрасный результат. Полноценный обед. Быстро, качественно, эффективно. На завтрак дело вкуса. Пожалуйста, попробуйте. Возможно, если вам зайдет, как альтернатива, бывает такое, хочется чего-то несладкого, прекрасно подойдет. Напоминаю, что у нас есть еще томатный суп. Попробуйте, если вы еще его не пробовали. Ну а на сегодня все. Вот такая вот распаковка была. Увидимся в следующих видео.